Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю горячее и вкусное картофельную запеканку с фаршем и яйцами, без духовки, на сковороде. Такое блюдо еще называют фриттата. Все готовится так просто, быстро и очень по-домашнему. И самое главное, из самых простых продуктов. И получается невероятно вкусно. Обязательно приготовьте и попробуйте. Это блюдо прекрасно подойдет и к обеду, и к ужину. Для рецепта мне понадобится картофель нарезаю средними кусочками, так он быстрее будет обжариваться. Слегка обсушу картофель бумажным полотенцем. Разогреваю сковородку, наливаю растительное масло. Отправляю обжариваться картофель. Все буду готовить в одной сковороде. Ее диаметр 28 сантиметров. Жарим картофель на среднем огне, периодически помешивая, примерно минут 15 до полной готовности картофеля. Вначале я рекомендую не слишком сильно перемешивать, чтобы образовалась румяная корочка. Пока у меня обжаривается картофель, я порежу чеснок и лук. Чеснок режу довольно крупно. Не забываем помешивать картофель. И средними кусочками режу лук. Картофель обжарился, он уже готов. Сейчас я его солю, добавляю черный перец, перемешиваю и перекладываю его со сковороды на тарелку. Ставлю сковородку снова на плиту. У меня, кстати, здесь ничего не подгорело, это черный перец, который я добавляла в картофель. Я добавляю немного еще растительного масла и сначала отправляю обжариваться чеснок. Обжариваю чеснок буквально полминуты, чтобы пошел такой приятный аромат. И затем сразу же добавляю лук. Обжариваю до легкого золотистого цвета. Добавляю говяжий фарш. Я его разминаю лопаткой и обжариваю примерно 6-7 минут. Фарш солю, добавляю черный перец, чайную ложку сушеного чеснока, пол чайной ложки паприки. И также я добавляю смесь итальянских трав, 1 чайную ложку. Конечно, вы можете использовать специи по своему вкусу. И также у меня еще есть свежий тимьян, я обрываю листики. Если у вас нет свежего тимьяна, добавьте пол чайной ложечки сухого. Конечно, вместо говяжьего фарша можно также использовать и свиной, и куриный. Фарш я готовлю на довольно большом огне. Мне не надо, чтобы он тушился, а именно, чтобы обжарился. Мясо готово. Я пока сковородку выключаю. И теперь я быстро готовлю заливку с яйцами. Разбиваю в миску 5 крупных яиц. Добавляю соль, немного перца. Разбалтываю яйца вилкой. Также в яйца натру небольшой кусочек сыра. У меня сыр моцарелла. Я даже не буду использовать весь сыр, мне понадобится примерно половина. Конечно, сыр добавляйте по своему вкусу. И также порежу зеленый лук и немного укропа. Я использую только перья зеленого лука, без белой части. Добавляю зелень в яйца. Перемешиваю. Снова включаю сковородку и теперь все соединяю. Добавляю в сковородку картофель, перемешиваю, огонь сразу делаю тише. Распределяю все таким ровным слоем. Уже выглядит потрясающе вкусно. Такой аромат. И заливаю все яйцами с зеленью. Сковородку можно немного встряхнуть, чтобы все равномерно распределилось. Вот таким образом. Закрываю все сверху крышкой и на небольшом огне готовлю примерно 5-7 минут, пока приготовятся яйца. Все готово. Сверху расплавился сыр, яйцо тоже хорошо запеклось. Вот такая невероятная запеканка получается. Сковородку снимаю с плиты. И, конечно, сразу горячую фриттату подаем к столу. Эта картофельная запеканка с фаршем получилась просто нереально вкусная. Очень рекомендую ее приготовить. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии.
Подписывайтесь на мой канал Люда Easy Cook Позитивная кухня, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!